Всем здравствуйте, меня зовут Анна, кто не в курсе. Если вы не в курсе, обязательно подписывайтесь, потому что видео это вам явно попалось не просто так. И не просто так оно попалось именно потому, что мы сегодня будем смотреть предназначение вашей души. Именно души, да, и вы можете его выполнять, можете не выполнять. Тоже это посмотрим совет и что мешает вам выполнять это предназначение. То есть так немножко разделим, есть предназначение как человека, да, а есть именно как души. И мы с вами это посмотрим. Будет 3 варианта, мне так пришло. Сегодня будет 3 варианта, потому что есть новенькие люди. Я вас также приветствую. Спасибо вам за обратную вашу связь. Очень приятно то, что вы пишете и в личные сообщения, и в телеграм-канале, и в комментариях. В телеграм-канале, кстати, стали выходить аудиосообщения с полезняшками, чем-то интересным. Заходите, посмотрите, для себя что-то новое подчерпнете, полезное. Все контакты, все под видео. И спасибо вам огромное за донаты. Это также идет на развитие канала. Что ж, давайте посмотрим предназначение вашей души. Это будет у нас на светлого провидца. 3 варианта. Три карты захотелось. Причем тоже было некое сопротивление, чтобы это записать. То свет не тот, то легло не так, то не включилось, то еще что-то. И вообще тема не приходила, прежде чем вот я села, думаю, что записать. Вроде много чего смотрели, времени еще не так много прошло. И деньги смотрели, отношения смотрели, чакры смотрели. Думаю, что еще записать такого интересного. Думаю, ну, может, разговор с душой записать. Кстати, если у вас есть какие-то идеи чего-то, каких-то новеньких тем интересных, обязательно пишите в Телеграме, в комментариях. Буду рассматривать. Самое интересное тоже записывать. И вот, когда я поняла, что что-то там интересное будет, мне пришла такая тема, как предназначение души. Зачем вообще душа пришла на Землю? Так, 3 варианта. Очень много колод попросилось, но, видимо, что-то будет дополняться. Тут и руны, и Аберон какая-то магическая. Ну, не какая-то, в смысле, такая магическая колода. И женская какая-то попросилась. В общем, будет интересно. Я, правда, надеюсь, что это будет ненадолго. Ну, я всегда надеюсь на то, что это будет ненадолго. Так, эти 3 карты – это предназначение. Здесь какие-то подсказки, дополнения. Давайте так, выполняете ли вы свое предназначение? Вот такую подсказку души. Предназначение души. Выполняете ли вы? О, сразу 3. Отлично. Что может мешать выполнению предназначения? Это моя любимая колода с кармой. Это не Таро, это китайская система. Идзин. Что может мешать? Посмотрим. Здесь 3.
И посмотрим какой-то совет. Это как раз такая очень звездно-духовная колода. Оракул тоже. Таро звезд. Ну, не совсем это таро, скорее оракул. Но очень красивый. И возвышенный. Подсказочку. Итак, выбираете, кто не знает, как выбрать, кладем ручку на грудную точку и проверяем все варианты. Кому нужно больше времени, ставьте на паузу. Сегодня прям такое умиротворенное настроение. Так, и мы с вами начинаем с первого варианта. Ваше предназначение души. Вот так. Интересно. У вас здесь предназначение выйти из своей норки, выйти из тьмы, так скажем, на свет и полностью раскрыться, раскрыть свой потенциал, помогать, возможно, даже другим людям своим либо примером, либо преподавать это, как еще это может проявляться, быть каким-то медийным человеком, возможно. Здесь не совсем это проскальзывает, да, но это как вариант. То есть вам, во-первых, нужно самим выйти из рамок, из ограничений и повести за собой других людей. Каким-либо способом. Будете ли вы книжки писать, будете ли вы просто общаться с людьми, и вот они будут, ты мне пример для подражания, будете ли вы блогером, который там, например, показывает, как можно стильно одеваться. И здесь ваша задача, во-первых, сбалансировать ваш энергообмен с другими людьми. Это во-первых. А во-вторых, сбалансировать вашу темную и светлую сторону. То есть здесь про принятие себя в любом виде, скажем так. При этом оно не исключает самопознание, саморазвитие и же с ними. Здесь еще по этой карте можно сказать, что вам тоже нужно выйти кому-то из тьмы, да, из негатива в позитив и сбалансировать это, да, выйти из своих теней, подсветить эти тени и принять их. Ну, то, что мы не признаем тени, то, что мы не признаем какие-то там, например, что, да, там, я меркантильный человек, да, я люблю деньги. И что? Вот в Телеграме картинка была недавно прикольная. Самая классная техника. И чё? Да, я такой. И чё? Это как бы опять-таки не отменяет развитие, да, когда вы, например, понимаете, что вы там, например, проявляете где-то себя агрессивно, да, и вы с этим работаете, но вы принимаете, что у вас это есть. Не прячьте где-то там, не-не-не, я человек хороший, никому не грублю, а потом, когда энергии становится мало, вы всех махаете шашкой, да, потому что уже нельзя сдерживать эту темную сторону, она уже рвется, вы ее уже настолько забили вглубь, что она как пружина выстрелила. Здесь нет. Да, я вот такой, но я с этим работаю. Я знаю свои как бы минусы и стараюсь это балансировать. То есть ваша душа хочет от вас, чтобы вы были в балансе светлого, темного, в принятии и стали примером для других людей. Как вы это делать будете? Здесь совершенно не важно. И здесь еще, возможно, для кого-то процентов для 50 будет о том, что у вас идет монетизация на этом, да, ну, опять-таки вы там стилист,
показываете, как другим людям сбалансировать свой внешний вид, например, из того, что есть внутри, да, как это показать в одежде снаружи, да, как пример. Так, выполняете ли вы сейчас это? Я бы, знаете, как сказала, что вы долгое время... Есть такой термин, как синдром самозванца, да? Вы очень долгое время не верили в то, что вы можете это делать, то, что у вас какой-то дар в этом, например, то, что вы можете как-то сочетать, например, цвета интересно, да, либо что ваши речи вдохновляют, ваша речь вдохновляет других людей. Вам казалось, что это само собой как-то разумеющееся, и ничего такого в этом нет, но по башне вам, так скажем, пришлось, сейчас слово подберу, через какие-то разрушения вам пришлось взглянуть и признать свои таланты. То есть здесь вот такой какой-то из-под выподверта, да, судьба сделала так, Вселенная, что чтобы вам выплыть в ваших сложных ситуациях, вам пришлось посмотреть внутрь себя, признать то, что у вас есть эти дары, и что вы действительно отличаетесь от других людей именно вот этим. Здесь не обязательно про способности какие-то магические, но здесь нужно было именно признать то, что не все так умеют. Вот. И то, что вы этим пользуетесь, то, что вы можете этим пользоваться, то, что вы можете помогать людям именно через это. Возможно, вы сейчас как раз-таки задумываетесь о том, чтобы сменить какую-то свою деятельность, опираясь на ваши дары и таланты. И я бы здесь сказала, что, скорее всего, вы только-только вот выходите несмелыми шажками на свет, как ребенок, который вот только родился в этот мир, и это хорошее начало пути. Да, вас это долгое время, у вас это спало. Но вам очень сильно помогли, причем через негатив, через какую-то борьбу, потери и страдания, вам эти таланты в себе заметить. То есть все, что было, это было для того, чтобы вы обратили внимание на себя, на то, что вы умеете, и чтобы вы наконец-то признали свою ценность, ценность того, что вы умеете, чтобы вы ключики к себе подобрали и открыли новую дверь. Отлично. Что у нас здесь может помешать вашему предназначению? Здесь у нас с вами получается, если вы не мешать будет то, что если вы не видите, что вы этим отличаетесь от других людей, да, здесь не про гордыню, но если вы долгое время не будете замечать того, что ваши таланты и способности, они как бы не всем даны, да, что вот именно этим вы можете какую-то пользу людям приносить, что именно вот вы вот так можете, что это ваша сильная сторона, а вот это вам будет мешать. Обесценивание себя, обесценивание вас другими. Ну, здесь связано, да, если вы сами себя обесцениваете, другие вас обесценивают. Даже если вы сами себя обесцениваете, и вам другие люди будут говорить, как у тебя хорошо получается вдохновлять. Вот прям с тобой общаться приятно. Вы даже не поверите. Вы не поверите в этот комплимент. Да что такого? Ничего такого. И вот когда вы наконец-то посмотрите, признаете свои таланты, тогда
у вас преграды все уйдут. В принципе, хорошая тема, если учесть, что вы уже начали это замечать и вышли на свою тропинку. Если вы еще не вышли, то вы вот прям уже совсем-совсем скоро. Веди, а не следуй. Ой, все, накал страстей, лампа выключилась, ничего страшного. Отлично, смотрите, какой синхрон у карт, да? Веди, а не следуй, новый путь, будь лидером. Здесь о том, что вы однозначно должны вести за собой, что вы однозначно должны быть впереди планеты всей и никаким образом не быть вот, ну не то чтобы в серой массе, да, то есть простая жизнь, давайте не так, не простая, а не очень такое слово мне нравится, ординарная жизнь, да, жизнь как у всех, вот давайте вот так скажем, она не для вас. То есть вы пример для подражания других, для развития других. Даже если вы будете просто ходить в спортзал и заниматься своим телом, выглядеть шикарно, неважно, мужчина вы или женщина, вы уже станете примером для других. К вам люди чаще всего, скорее всего, подходят и спрашивают, а как ты вот это сделал, а как ты вот это сделала, а научи меня этому, а научи меня тому. Даже если вы языки, например, просто учите легко, то люди как раз будут тоже у вас спрашивать, а как так легко у тебя получается? Так, дубль 2, лампа. Так, здесь у меня все, пишите ваши резонансы, буду очень благодарна понимать, насколько для вас это важно и насколько вам нравятся такие темы и расклады. А мы перейдем ко второму варианту. Здесь ваше предназначение души. Интересно. Тоже интересно. Первого варианта было интересно, второго тоже интересно. А здесь ваше предназначение души — научиться делать, давайте так скажем, условно правильные выборы, для себя правильные, да, потому что нет правильных выборов, есть выборы для опыта. Все опыт, но здесь именно вам нужно научиться делать выбор по любви. Не из страха, а по любви. Тоже выйти из каких-то ограничений, которые дают вам ваши страхи, когда вы не чувствуете веры в свои силы. И вам здесь нужно выбрать, услышать душу, услышать себя, насколько вы делаете выбор из любви или из страха. Это очень важная тема, потому что чаще всего выборы из страха, они никогда не дают нам ничего. Ну, не хочу говорить о том, что ничего хорошего. Во всем есть свой опыт положительный, да, и когда мы отматываем назад, мы всегда видим, что это было для чего-то хорошего в итоге. По итоге это что-то было хорошее. Но здесь сейчас я хочу уточнить. Я эту прям мечевую энергию чувствую. Если она выйдет, я вам скажу. Ну вот, есть оно, да. У кого-то здесь, знаете, просто еще идет такое, очень много решений от головы, да, вы сердце свое не слышите, душу не слышите. То есть ваша задача наладить коннект именно с душой, полюбовный коннект с душой, чтобы вот так было, а не вот так, когда вы сидите и размышляете, и не представляете, какой выбор сделать, потому что вроде и тут рассыпется, или тут рассыпется. И здесь нужно прислушаться внутрь себя, услышать наконец-то вот этот внутренний голос, который всегда говорит из любви. Когда вы слышите интуицию, когда вы слышите душу, вам не страшно.
А мозг – это всегда про страшно. Так, давайте посмотрим, насколько вы выполняете ваше предназначение души. Вы активно сопротивляетесь. Активно сопротивляетесь, хотя изредка, вот знаете, так скажем, 10% из 100 вы так делаете. Но вам очень почему-то страшно это делать. Вы вот знаете, как этот ежик так немножко высунули, а может вот так все-таки сделать? А потом, да нет, сделаю, как мозг велит. И при этом вы никогда не получаете, не то чтобы никогда, в большинстве своем случаев вам не нравится результат, но вы упорно делаете одно и то же, вы упорно слушаете свой мозг, и вам очень страшно ваше сердце, вашу душу послушать. А в этом и есть ваш урок. Как раз давайте посмотрим, что вам мешает. А здесь были какие-то принятые решения ранее. В каком плане? Что вы когда-то себя послушали душу, и вам не понравилось, что из этого вышло. То есть вам какие-то ответы не понравились. Например, вы хотели с каким-то человеком отношения построить и решили внутрь себя спросить, что хорошо мне будет? И внутри у вас там нет, не надо. И вы такие, да нет, фигня какая-то. Это не оно. И вот вам не понравились эти ответы, и вы решили, что как-то, фигня какая-то, в общем. И вы здесь очень часто слушаете чужое мнение. Либо оно для вас в каком-то смысле важно, либо вы настолько привыкли с детства слушать мнение других, значимых, авторитетных людей, мама, папа, воспитатели, учителя, вы настолько привыкли идти за этим мнением, что вы уже своего мнения не слышите. Здесь вот об этом. И пока вы не найдете баланс, например, спрашивать чужое мнение, это неплохо, это нормально, но при этом делать выводы свои и брать ответственность за свои действия вы должны на себя. Например, послушали 10 человек, а как вот это, а ты как вот это делаешь, как вот это. И вывели какую-то систему для себя приемлемую, тогда да. А не когда вы вот спросили в интернете какой-то совет, посмотрели и сделали. То есть здесь ваш баланс не развивается. Вы почему-то считаете, что у вас ваше сердце, оно приведет к какому-то краху. А вам здесь очень было бы хорошо на каких-то простых примерах потренироваться. Например, а что мне сейчас лучше съесть, мороженое или пирожное, условно говоря. А что мне сейчас лучше сделать, туда пойти или туда пойти, начать слушать тело свое. Очень часто душа с вами общается через тело, через знаки тела, через знаки ощущения тела, что вот не хочется туда идти, не то что сопротивление какое-то, а вот вы понимаете, что там ничего хорошего нет. Либо вот мозг хочет съесть шоколадку на ночь, а тело не хочет, телу потом плохо, оно вам об этом сигнализирует, бессонницей, лишним весом, отеками или вообще в принципе. Что за энергия у нас прям шарашит и шарашит, что ж. Лампа выключается уже второй раз. И трансформации проходит. Это хорошо. Потому что я, когда с вами общаюсь, я тоже вас трансформирую. И очень важно эти сигналы вам видеть. И вот этот весь шум, внешний, навязанные какие-то
цели, стремления, желания. Все хотят Мерседес, и я хочу Мерседес, потому что это статусно, потому что все авторитетные люди, все хотят всегда Мерседес, ну, условно говоря. И вот поэтому и мне нравится Мерседес. А на самом деле мне нравится там Гелендваген, например, либо Porsche, либо Audi. Ну, все там, например, с кем я дружу, общаюсь, им эти машины не нравятся. Поэтому мне нравится Мерседес. Здесь вот чужое мнение, это ваш враг, скажем так. Когда вы опираетесь на чужое мнение, не само чужое мнение, а именно опора на чужое мнение, это ваш не очень хороший знак. Ура! Вернулась. И важно найти этот баланс между умом и душой. Подсказочка. Тоска по дому, стремление к звездам. Хироэт. Но здесь о том, что душа очень хочет, чтобы вы ее услышали, чтобы вы наконец-то начали с ней общаться. То есть здесь, если есть коннект, то он очень маленький, вы ей не доверяете, она вам тоже не доверяет, она уже молчит. Да, и лишний раз меня не спрашивают, и я помолчу, ну, условно говоря, так переведем на человеческий. Но она очень тоскует по вам, тоскует по этой связи и очень хочет, чтобы вы начали ее слушать, хотя бы потихонечку, по чуть-чуть. Вот такой вот у нас расклад для вас сегодня. Буду благодарна за ваши комментарии, обратную связь. А мы переходим к третьему варианту. Какое предназначение у вашей души? Ух ты! Давайте мы тут немножечко. Здесь чем-то похож, возможно, на первый вариант. Отдаленно. Здесь ваша задача раскрыть свои скрытые таланты. Если в первом варианте там было то, что признать, да, то есть там человек пользовался своими талантами, но не признавал, что это таланты, способности, то здесь именно раскрыть скрытые таланты, способности, дары свои. Они могут быть причем запечатаны. Возможно, здесь даже нужны какие-то чистки и ритуалы для открытия дорог. Здесь вам нужно приложить усилия, чтобы эти дары и таланты раскрыть. Вы даже можете где-то не подозревать о ваших дарах и талантах. Здесь есть некоторый намек на какие-то способности интересные. Они причем уже давно у вас томятся, прорываются, но вы можете думать, что да нет, это все чушь какая-то, мне привиделось, мне послышалось, я просто угадал, я просто угадала. Но здесь у вас прям, как сказать, вот как ребеночек в животе, он не то чтобы растет, но он вот скрыт, да, то есть когда у нас женщина беременна, то есть ребенок как бы есть, но его как бы нет, его не видно, он внутри. Вот здесь у вас такая же тема, что у вас способности есть, они внутри, но они не видны. Здесь мне сразу хочется Аберона взять, вот он для кого был.
фраза пришла такая забавная. Вы можете подозревать, что вы беременны. То есть вы можете подозревать, что у вас есть способности, но так как этого не проявляется никак в мир, да, вы не видите всю жизнь человека, заглядывая только ему в глаза или касаясь его руки, не определяете все его болезни, и вам кажется, что, ну, как бы вот если такого проявления нет, то вот все, что вы там услышали, почувствовали, что это какая-то чушь и дежавю. Все взаимосвязано. Здесь причем ваши способности могут активироваться на отдыхе, на природе. Вы можете видеть, как вас, например, защищают, берегут, да, ну, например, какая-то была ситуация, и вы как-то вышли из нее сухим из воды, то есть вы могли пораниться, вы могли еще что-то, но вот вас как отвели, увели, мимо вас это пролетело. Здесь вы можете, кстати, камни любить морские, лесные, либо такие вот красивые, да, как это называется, драгоценные, полудрагоценные камни. Вот это вот может быть вашей темой. Вы причем можете интуитивно чувствовать, какой, например, там браслет или камень ваши, покупать там серьги, как это называется на пальце-то, кольца, браслеты, и вы понимаете, что эти камни, энергия этих камней, она вас защищает. То есть вы вот прямо нарекаете, что вот это кольцо куплю, оно мне будет как защита. Вы же не просто так это делаете. Вам причем помогают, вам указывают. Животные вас любят. То есть вы везде можете видеть подсказки какие-то, числа, слова, да, то есть вы идете, крутите вопрос какой-то, и тут люди проходят и говорят вам по факту ответ на ваш вопрос. Либо даете запрос в мир, и вам книжку какую-то посоветуют, видео какое-то в YouTube выйдет. Вот, да, верьте в магию, и она начнет работать. То есть здесь ваш первый шаг — это нужно поверить в то, что способности у вас есть. Вы можете также ходить по раскладам, смотреть, какие у меня магические способности, а есть ли они у меня вообще, какие мои дара, таланты. То есть здесь именно как раз это почему делается, потому что вы не уверены. Вы не уверены в себе, в своих способностях, что у вас они есть. А здесь как раз-таки нужно взять и признать, что да, они у меня есть. И все. Чем больше вы сомневаетесь, тем больше вы будете, точнее, тем меньше они будут проявляться. Сейчас смотрим. У меня на третьем варианте тоже лампа выключилась. Прям зашкаливает горячая какая-то лампа. Исполняете ли вы свое предназначение? Хотя уже и так понятно, но посмотрим. Да ну нет, конечно нет. Вы сомневаетесь, вас все, что вам причем говорят, вам могут на это указывать, у вас, как знаете, как вода в землю. Вот прошел дождик, вода впитала и все, и земля опять сухая. То есть вы причем понимаете, что у вас есть какой-то интерес, что вас туда тянет, но вы все время как-то отрицаете. Почему? Так страшно быть другим? Или так страшно быть собой? Вам все кажется, что вас как-то искушают, проверяют, не поехала ли у вас голова.
В одиночестве можете любить сидеть, проводить время, причем на природе. С животными вам интереснее даже порой, чем с людьми. Луна может быть вашим знаком. Ночь любите, ну, потому что спокойно ночью, да. Все спят и не фонят. Вы предпочитаете не отсвечивать. Ой, как много сразу. А вам как-то боязно, что вы можете сказать что-то не то, сделать что-то не то. А вот знаете, как ощущение такого, что как обезьяна с гранатой, да, и вот, да даже, в принципе, если человеку дать гранату, он как-то себя будет не очень уютно чувствовать, потому что он не знает, что с ней делать и когда она взорвется, да, и почему она взорвется. И вот здесь у вас вот такое отнекивание, что да ну, лучше не надо вот лезть, это вот все там какие-то могут быть и убеждения, что магия это путь одиночек, что способности это вот это не дар, это наказание. Что может помешать? Интересно. А здесь может помешать взаимодействие не с теми людьми. Зависимости, созависимости, когда у вас, они, кстати, могут как раз-таки и быть, чтобы у вас забирать энергию, которая не реализуется. Поняли, да? То есть вам нужна зависимость там, от еды, от алкоголя, от курения, например, от шопинга, до чего угодно. Куда вы будете сливать ту энергию, которая не реализуется. То есть вот эта вот тайная энергия, условно ее так назовем, она внутри бурлит, она есть, но чтобы она вас не разрушила, вы отдаете ее на зависимость, либо созависимость. Созависимость о чем? Помогать другим людям, бегать за партнерами, например. Я не говорю, что вы так делаете, но, например, помогать кошечкам, собачкам, всех спасать, жертвовать собой, то есть отдавать свою энергию, не получая здоровый энергообмен в ответ. Да? И здесь вот если как раз-таки у вас с этим есть проблема, что вы получаете меньше, чем отдаете, задумайтесь об этом. Сейчас как раз-таки я вам рассказала причину, почему у вас так происходит и почему вам это выгодно. Вашему телу выгодно, чтобы не было справедливого энергообмена, ибо иначе вас порвет. У вас слишком много энергии нереализованной. И вот вы таким образом, как знаете, открываете клапан и снижаете давление, чтобы не взорвалось. Вот что-то типа такого. Но уму не нравится, потому что вы такие, да я уже столько для людей делаю, а где благодарность, а где там деньги, а где меня даже не замечают, ни спасибо не скажут. Ну вот поэтому, потому что если вы будете получать деньги и благодарность, вы будете получать обратно столько же, сколько вложили. И энергия не будет расходоваться. А здесь психосоматика, болезни какие-то. Ну, то есть застоявшаяся энергия, она должна куда-то выходить. Если она не выходит, она как болото загрязняет организм. Совет? 2 предназначения. Класс. Просто класс. Мне очень нравится, как колода синхронно во всех вариантах. По факту вот, одно и то же. Работник света, будь собой, служи всему миру. Ну, вам еще что-то сказать? Я вам больше нечего сказать. Вам вот черным по розовому, по сиреневому, скорее, по сиреневому.
У вас способности. У кого-то черная кошка, да? Любит вас очень. Причем может только вас любить. Что-то есть дополнить на... Кошки нам что-то хотят сказать, дополнить. Ночные совушки. Это да. Вы ночью можете, кстати, получать информацию. У вас, когда мозг отключается, потому что устал уже за день, вот у вас тогда лучше информация проходит. Любите путешествовать, природу разную смотреть. У вас причем это какие-то способности довольно древние. И пока вы решаете прятаться, ничего не поменяется. Вам нужен баланс проявления. Во-первых, признать, что у вас это есть, перестать от этого бежать и начать учиться этим пользоваться. Вас ведут, но не вмешиваются, ждут, пока вы сами дойдете. Когда вы сами себе скажете: да, у меня есть способности, и да, я хочу их развивать, я готов, я готова этим заниматься. И я приложу все усилия для того, чтобы их развить. Я готова встретиться с собой. И вот тогда жизнь заиграет новыми красками. Можно отмотать обратно, и если вы готовы действительно, положить ручку на грудную точку и проговорить уверенно эти фразы о том, что вы готовы, и о том, что вы просите ваших мастеров и наставников показать вам путь, с чего начать, кто вам может помочь в этом, и все такое же, все остальное. Буду благодарна за ваши комментарии, обратную связь. Вся информация, как со мной связаться, телеграм-каналы, донаты и все остальное, все под видео. Я вас благодарю за то, что вы были со мной. И до новых встреч. Пока-пока.